Привет, армия по всему миру. Великолепные новости, действительно ли Тэхён намекнул на расставание? И что означали загадочные слова Чонгука? HYB наконец-то высказался, но ответ не менее интригующий. Оставайтесь с нами, потому что мы собираемся раскрыть все факты и горячие домыслы. Это ли начало серьезных перемен, о которых армия по всему миру даже не подозревали? Действительно ли Тэйон намекал на возможное расставание, о чем Чонгук наконец-то рассказал? И почему HYB, гигантскому агентству, в которое входит BTS, пришлось вмешаться и дать официальный ответ посреди потока слухов? Эти вопросы вызвали волну бурных обсуждений в социальных сетях, вернув южнокорейскую индустрию развлечений в центр внимания всего мира. Проблема впервые возникла после того, как ряд фанатов внимательно проанализировали посты и публичные заявления Тэйона за последние недели. Хотя на первый взгляд это казалось обычным взаимодействием, некоторые посчитали, что есть, отличаясь от обычного, коммуникация вела к появлению скрытых сообщений. Эти подозрения еще больше укрепились, когда Чонгук в недавнем интервью сделал заявление, которое показалось двусмысленным, но полным смысла. Нет. После короткой паузы HYB наконец-то опубликовали официальное разъяснение, которое вместо того, чтобы развеять домыслы, лишь добавило вопросов. Этот слух казался слишком большой новостью, чтобы его проглотить. BTS известны своей крепкой связью как на сцене, так и за кадром. Однако история музыкальной индустрии К-поп показывает, что изменения в составе или направлении карьеры не исключены даже для групп с мировой популярностью. По мнению аналитиков индустрии развлечений, даже малейший сигнал от участника BTS всегда будет иметь далеко идущие последствия не только для фандома, но и для корейской индустрии развлечений. Спекуляции о расставании Тэйона начались с его прямого эфира на платформе фан-сообщества. В эфире Тэйон выглядел более задумчивым и выбирал слова, которые, как считалось, несут эмоциональный подтекст. Несколько фраз, таких как «каждое путешествие имеет конец» и, что важнее всего, «воспоминания, которые мы храним», звездочка стала вирусным, вызвав множество толкований. Хотя эти фразы могли бы быть просто расхожими выражениями в контексте службы BTS в армии и перехода на контракт с HYB, их значение гораздо более деликатное. Затем Чонгук вызвал переполох, намеренно или стратегически, когда в международном интервью его спросили о планах группы на будущее. Вместо того, чтобы дать четкий ответ, Чонгук ответил осторожно, сказав, что у каждого свои мечты и что BTS всегда будут частью группы, несмотря ни на что. Это заявление было частично истолковано как признание того, что могут рассматриваться изменения. HYB, обычно быстро реагирующие на деликатные слухи, в конце концов опубликовали краткое заявление. Звездочка, мы понимаем обеспокоенность фанатов относительно интерпретации заявлений наших артистов. В настоящее время официальных решений об изменениях в составе или направлении деятельности BTS не принято. Вся информация, не содержащаяся в официальном заявлении компании, не может считаться достоверной, звездочка. Хотя в заявлении прямо не исключается возможность внутренних обсуждений будущего BTS, спекуляции по этому поводу продолжаются. Музыкальные обозреватели отмечают, что реакция HYB на эту проблему демонстрирует осторожную коммуникационную стратегию. В корейской индустрии развлечений поддержание имиджа артиста и его отношений с фандомом является приоритетом, но, с другой стороны, агентствам также необходимо учитывать бизнес-реалии и внутренние планы. В отчете аналитиков рынка развлечений даже говорится, что BTS, оставаясь важным активом HYB, в настоящее время находится на сложном перепутье из-за договорных обязательств, возраста и личных отношений каждого участника. В социальных сетях разгорелась бурная дискуссия по этому вопросу. Многие фанаты пытаются расшифровать код, который, по их мнению, заложен в недавнем взаимодействии участников группы. Некоторые считают это всего лишь частью рекламной стратегии или тизером предстоящего проекта, но многие другие видят в этом знак начала новой главы, которая может означать распад. Для ученых, изучающих корейскую поп-культуру, этот феномен представляет собой увлекательный пример.
Взаимодействие между артистами и фанатами в цифровую эпоху перестало быть просто развлечением, а превратилось в форму символической коммуникации, способную влиять на общественное мнение. В случае с BTS каждое слово, жест или пост можно анализировать, обсуждать и даже использовать в качестве основы для прогнозирования будущего направления группы. Учитывая историю контрактов BTS с HYB, текущий период действительно весьма деликатный. Ранее о продлении контрактов было публично объявлено, но этот год – переломный момент, поскольку, как сообщается, личные контракты нескольких участников группы пересматриваются. Индустрия развлечений K-pop имеет долгую историю реструктуризации крупных групп после службы в армии, они либо возвращаются в полном составе, либо сосредотачиваются на индивидуальной деятельности. В худшем случае предполагаемый распад Тэйона и заявление Чонгука могут быть первыми признаками того, что в будущем BTS будут действовать скорее как отдельные личности, а не как полноценная группа. Однако оптимистичный сценарий предполагает, что это лишь часть творческого перехода BTS в новую эру, где каждый участник получит большую творческую свободу, не разрывая при этом навсегда связи с группой. Эксперты по менеджменту артистов подчеркивают, что общественность часто видит только эмоциональную сторону подобных проблем, в то время как за ними лежат сложные слои долгосрочной стратегии, переговоров по контрактам и рыночной адаптации. HYB, как публичная компания, также должна поддерживать стабильность цены акций, на которую могут существенно повлиять слухи о распуске группы. Однако для миллионов фанатов важнее всего не бизнес-анализ или корпоративная стратегия, а ясность и прозрачность со стороны их кумиров. Считается, что молчание или излишне дипломатичные ответы усиливают тревогу. Каждый раз, когда появляется неоднозначный сигнал, разгорается глобальное обсуждение, демонстрируя сильную эмоциональную связь между BTS и ARMY. Со временем эти слухи могут быть опровергнуты официальным заявлением или просто исчезнуть, когда BTS выпустит новый проект. Но до тех пор спекуляции будут продолжать подпитывать общественные дискуссии. Было ли заявление Тэйона действительно знаком разрыва? Намеренно ли Чонгук оставил место для интерпретаций? И почему HYB отреагировали так вяло? Эти вопросы все еще висят в воздухе, создавая напряжение в тот момент, который может стать одним из самых исторических в истории BTS. То, что изначально обсуждалось только в узком фан-сообществе, теперь превратилось в тему, привлекающую внимание международных СМИ. Развлекательные новостные порталы в Южной Корее, Японии, США и Европе начали освещать каждую деталь заявлений Тэйона и Чонгука. Несколько телевизионных программ даже уделили этому вопросу особое внимание, приглашая экспертов из индустрии высказать свое мнение. Примечательно, что манера общения Тэйона в последние недели действительно изменилась по сравнению с предыдущими годами. В своих постах в социальных сетях Тэйон часто использует монохромные фотографии, светоотражающие подписи и иногда цитирует тексты песен, не имеющие отношения к промоушену BTS. Некоторые фанаты считают это нормальной формой личного творческого самовыражения, но многие видят в этом неявное послание публике. Это не первый подобный случай в индустрии K-pop. Ранее несколько известных айдолов использовали социальные сети для передачи скрытых сообщений перед важными заявлениями. Однако в случае с BTS масштаб последствий гораздо шире. BTS — это больше, чем просто музыкальная группа. Они — культурные иконы, представляющие целое поколение и оказывающие значительное влияние на креативную экономику Кореи. Отношения Тэйона с участниками BTS всегда описывались как теплые и основанные на поддержке. Однако даже небольшие изменения в языке тела, выборе слов или тоне голоса часто становятся предметом глубокого анализа среди армии. Некоторые недавние записи интервью даже были замедлены и проанализированы покадрово, чтобы найти признаки изменений во внутренних отношениях группы. Заявления Чонгука в интервью также вызвали серьезное обсуждение. Чонгук известен как участник, который редко говорит напрямую о деликатных вопросах. Поэтому, когда он использовал такие фразы, как «несмотря ни на что» и «у каждого свой путь», публика восприняла это как форму психологической подготовки фанатов к принятию вероятного результата. С точки зрения коммуникационной стратегии, это сложная ситуация.
Если внутри группы действительно обсуждаются серьезные планы, их открытое раскрытие может повлиять на коммерческую ценность, деловые отношения и даже контракты на сотрудничество. Однако постепенное информирование об опасности неверного толкования также может вызвать общественное волнение. HUIB, как руководство, оказывается в ситуации, когда приходится балансировать между зачастую противоречивыми интересами, благополучием фандома и долгосрочными интересами бизнеса. HUIB сама не понаслышке знакома с подобной ситуацией. В последние годы группа столкнулась с различными трудностями, от слухов о контрактах и проблем со здоровьем участников до изменений в структуре управления.